Каково это — упасть от пули человека, которого ты никогда в жизни не видел? И даже в последнюю секунду не понимать, почему. 8 ноября 1999 года. Маунт-Моррис, штат Мичиган. У ворот небольшой частной компании по утилизации автомобилей раздается выстрел. Брюс Миллер падает. 47 лет, хозяин этого бизнеса. Ни долгов, ни известных врагов, ради которых кто-то станет ехать через несколько штатов с ружьем в машине. Но стрелок все-таки приехал. За его спиной 800 миль дороги. Он был уверен, что спасает женщину от чудовища. Только чудовища не существовало, и спасать ее было не от кого. Следствию понадобится еще несколько месяцев, чтобы понять, что заставило человека приехать сюда ради одного выстрела. А его дорога длиной 800 миль началась с нескольких сообщений в интернете. Итак, годом раньше Шерри, 26 лет, мать 3 детей, устраивается бухгалтером в компанию по разборке и утилизации автомобилей, принадлежащую Брюсу Миллеру. Через месяц они уже вместе. Через 4 стоят в часовне Лас-Вегаса. Для нее это 3-й брак, для него 4-й. На церемонии только они двое и свидетель, снятый прямо в часовне. У Шерри 3 детей от прежних браков. У Брюса свои. 2 семьи, которым предстоит стать одной. После свадьбы жизнь быстро возвращается в привычный ритм. Брюс каждое утро уезжает в свою компанию до рассвета. Возвращается затемно. Дети в школе. Шерри же решает заняться бизнесом из дома и продавать косметику Мэри Кей. Для этого Брюс покупает ей компьютер. Именно эта покупка станет первым шагом к преступлению, исход которого никто из них тогда не мог представить. Каталоги же Шерри почти не открывает. Вместо них она открывает популярные тогда интернет-чаты. Там она знакомится с Джерри Кассадаем. Он – бывший детектив по расследованию убийств из полиции Канзас-Сити. Теперь крупье в казино города Рино. Карьеру он потерял, когда сообщил начальству, что коллеги подделывали материалы дела. Но уволили не их. Уволили его. Жена забрала детей и ушла. Устала от его пьянства и вечеринок в казино. Теперь его смена с полуночи до рассвета за одним и тем же столом для блэкджека. А вечерами он включает компьютер, просто чтобы не сидеть в тишине одному. Очень скоро они уже не ждут случайной встречи в чате. Теперь каждый знает, когда другой появляется в сети. Каждый вечер в одно и то же время. Сначала они говорят обо всем на свете. Потом разговоры становятся все более личными. Знаешь, мы с мужем можем неделю прожить под одной крышей и почти не сказать друг другу ни слова. Мне кажется, только ты по-настоящему меня понимаешь. Для Джерри эти переписки становятся главным событием дня. Все чаще он заканчивает письма одинаково. «Твой дурачок Джерри». Позже подпись станет еще откровеннее. «Твой дурачок на всю жизнь». А скоро они решаются на встречу. Чтобы увидеть Джерри, Шерри говорит мужу, что летит в Рино, штат Невада, на мероприятие Мэри Кей. Для Брюса это обычная деловая поездка жены. Они заранее придумывают, как пройдет их первая встреча. Шерри прилетает в Рино и направляется в казино, где работает Джерри. Она подходит к столу, где он сдает блэкджек. Еще карту. Он спокойно раздает карты, улыбается и протягивает ей руку. Джерри. Шерри. Со стороны кажется, будто они познакомились только что. Джерри показывает ей любимые места, знакомит с друзьями, бывшими коллегами и представляет ее как женщину, с которой собирается прожить жизнь. Но он не замечает главного. Домой Шерри возвращается к мужу. После встречи в Рино их отношения меняются. Теперь они строят не роман, а совместную жизнь.
Обсуждают, когда Шерри сможет уйти от Брюса, и когда, наконец, они начнут все заново. Но чем ближе они становятся, тем чаще в их переписке появляется Брюс. Сначала Шерри пишет, что муж стал срываться. Он кричит, один раз толкнул ее на кухне. Следом приходит фотография. Синяк на предплечье, снятый в торопях при плохом свете. Джерри требует: «Уйди от него». Она отвечает: «Не могу, он не отпустит». В одном из писем она рассказывает: его бизнес – это лишь прикрытие. На самом деле Брюс связан с организованной преступностью. Именно поэтому уйти невозможно. Он найдет ее где угодно. А через месяц Шерри сообщает Джерри новость. Она беременна. Ребенок его. Для Джерри это шанс наконец стать семьей. Он звонит матери, друзьям и бывшим коллегам, сообщает, что скоро станет отцом. Но вскоре приходит письмо. Брюс узнал. Он ударил меня в живот, и я потеряла ребенка. К письму приложена фотография. Шерри лежит в постели, прикрывая рукой живот. Проходит несколько месяцев. Они снова встречаются. После этой встречи Шерри пишет, что снова беременна, на этот раз двойней. Через несколько недель Джерри получает странное электронное письмо. Отправитель Брюс Миллер. Брюс насмехается над ним и пишет, что Шерри собирается сделать аборт. Джерри обзванивает все больницы, одну за другой, но Шерри нигде нет. На следующий день Джерри получает еще одно письмо от Брюса. Тот уверяет, что благодаря роману Шерри их брак стал только прочнее и крепче. Когда они наконец созваниваются, оказывается, что аборта не было. Шерри рассказывает, что Брюс жестоко избил ее, а потом над ней надругались двое его работников. После этого она потеряла ребенка. Теперь она боится уже за собственную жизнь. После этого впервые они начинают обсуждать убийство Брюса. «Скажи, куда именно выезжать на территорию?» – пишет Джерри. «Ты правда сможешь это сделать?» – спрашивает Шерри. 8 ноября 1999 года. Маунт-Моррис, штат Мичиган. 800 миль от Миссури до Мичигана. На пассажирском сидении купленное заранее охотничье ружье 20-го калибра. Поздним вечером Джерри подходит к территории компании по утилизации автомобилей Брюса. Он идет вдоль дальнего забора к конторе, где еще горит свет. Брюс один. Лампа над столом освещает бумаги. Он набирает номер жены. Хочет сказать, что скоро будет дома и купит по дороге пиццу. Но только домой он уже не вернется. Выстрела никто не слышит. Камеры на въезде не работают уже несколько месяцев. А к утру Джерри снова в Миссури. Поздно вечером в дверь дома Миллеров стучит полиция. Офицеры сообщают Шерри, что Брюс убит. Она медленно опускается на пол и плачет. Дело поручают детективу Кевину Шенлиану. Он внимательно изучает место преступления. Дверь без следов взлома. Бумаги не тронуты. Сейф закрыт. Ни отпечатков, ни гильз. Из кармана Брюса исчез бумажник с наличными. Все похоже на ограбление. Но кому понадобилось убивать владельца небольшого бизнеса? Детективы проверяют его долги и банковские операции. Разговаривают с родственниками, деловыми партнерами и конкурентами. Ничего. Единственным человеком, у которого мог быть мотив, оказывается Джон Хатчинсон. Когда-то он встречался с Шерри, незадолго до убийства поссорился с Брюсом из-за денег. Его снова и снова вызывают на допрос, но кроме старой ссоры у следствия ничего нет. Шерри же не вызывает вопросов. Вечер убийства она провела дома с детьми, и это подтверждают свидетели. А через 2 дня после похорон знакомые замечают ее в баре. Она танцует, но даже это не делает ее подозреваемой. Проходят недели,
Ни свидетелей, ни оружия, ни новой зацепки. Расследование останавливается. Но после убийства все должно было начаться. Совместная жизнь, брак, будущее, которое Шерри обещала ему месяцами. Но уже к декабрю она прекращает встречи. Джерри предлагает пожениться. Шерри отказывает. Вскоре у нее появляется другой мужчина. Для Джерри это становится первым сигналом. Вся история могла оказаться выдумкой. Он снова перечитывает письма, видит несостыковки и впервые задается вопросом, было ли правдой хоть что-нибудь из того, во что он верил. Если Шерри лгала ему, значит, он мог убить человека, который не представлял для нее никакой угрозы. Джерри снова начинает пить. 11 февраля 2000 года. Одесса, штат Миссури. Двоюродная сестра находит Джерри мертвым в его подвальной квартире. Под кроватью лежит черный портфель. Внутри не просто личные вещи. Признание. Джерри пишет, что убил Брюса Миллера. К письму приложены сотни страниц переписки, фотографии, медицинские документы. Все, что убеждало его в виновности Брюса, теперь попадает в руки полиции. И чем внимательнее следователи изучают содержимое портфеля, тем больше вопросов возникает к самой Шерри. Дело, 3 месяца пролежавшее без единой зацепки, открывают заново. Детектив Шен Лян снова вызывает Шерри на допрос. Она все отрицает. Но у следствия уже есть сотни страниц переписки. Ее письма, ее экранные имена. Специалисты устанавливают, с каких компьютеров и когда было отправлено каждое сообщение. Следователи проверяют не только письма, но и истории, которые Шерри рассказывала Джерри. Выясняется, что еще до знакомства с Джерри Шерри перенесла стерилизацию. История о 2 беременностях была ложью. Но 12 декабря 2000 года над ней начинается суд. В суде прокуроры зачитывают переписку, страница за страницей. Шерри отвечает, она не хотела убивать мужа. Все это фантазия одержимого ею человека. Но обвинение предъявляет детализацию звонков. В ночь убийства с телефона Брюса кто-то звонит на домашний номер Шерри. 1 гудок. Отбой. В переписке Шерри и Джерри этот сигнал был оговорен ранее. Так он должен был сообщить ей, что все окончено. 22 декабря 2000 года присяжные признают Шерри Миллер виновной в убийстве 2-й степени. 29 января 2001 года суд оглашает приговор. За сговор с целью убийства ей дают пожизненное заключение. За убийство 2-й степени от 54 до 81 года. Брюс Миллер умер, так и не узнав, почему человек, которого он никогда прежде не видел, приехал за 800 миль, чтобы выстрелить именно в него.